Привет, друзья! Сегодня Германия и мир обсуждают сразу несколько тем, от которых трудно оторваться. В центре внимания пилоты Люфтганза, которые готовятся к важным действиям в споре с авиакомпанией. Неожиданный шаг правительства Соединенных Штатов Америки по вопросам экологии. Первые заметные моменты Анналены Бербак на посту руководителя Генассамблеи ООН. Недовольство сотрудников Volkswagen, планы Deutsche Bank по поездам и финансовые трудности для немецких заводов. А завершает эту картину новое падение рейтингов партии и давление на представительство канцлера Фридриха Мерца. Все это я разберу прямо сейчас. Оставайтесь до конца и обязательно подпишитесь, чтобы быть в курсе последних главных событий. Итак, в Германии разгорается конфликт между авиакомпанией Люфтганза и ее пилотами. Те, кого называют самыми высокооплачиваемыми. Пилоты добиваются усиления доли работодателей в пенсионной системе и улучшения условий выхода на пенсию. Союз пилотов «Кокпит» инициировал голосование за возможную забастовку, если компания не пойдет на соглашение. Пилоты считают, что возраст, в котором они сейчас выходят на пенсию, и размер пенсионных выплат не отражают реальных нагрузок профессии. Люфтганза, в свою очередь, выражает готовность вести переговоры, но отмечает, что финансовые обязательства уже и так высоки, и дополнительные требования могут угрожать устойчивости бизнеса. Вопрос выплаты пенсии и условий предпенсионного возраста стал тем ключевым моментом. Пилоты хотят, чтобы возраст ухода на пенсию был пересмотрен и чтобы компания больше вкладывалась в их пенсионные планы. Если переговоры не приведут к компромиссу, возможно забастовка, которая может нарушить расписание полетов. Это особенно критично в преддверии высоких сезонов. А дальше еще интереснее. За океаном в Соединенных Штатах Америки резкий разворот. Правительство Соединенных Штатов Америки под руководством президента Дональда Трампа приняло решение свернуть обязательную программу, которая требовала от крупных компаний раскрывать данные по выбросам парниковых газов, в частности углекислого газа, СО2 и метана. Эта программа, я напомню, была введена в 2010 году и охватывала, внимание, более 8 тысяч предприятий, включая электростанции и производственные фабрики, которые ответственны примерно на 85-90% общего объема выбросов страны. По словам главы агентства по охране окружающей среды Ли Зелдина, программа «чистая бюрократия», которая, по его мнению, не приносит ощутимой пользы для качества воздуха. Он заявил, что компании больше не должны будут ежегодно отправлять данные о своих выбросах. Критики, в том числе сенатор Шелдон Уайтхаус, предупреждают, что отказ от программы усложнит контроль за экологичной ситуацией, уменьшит прозрачность и лишит общества, ученых, инвесторов и политиков важной информации. Организация ученых выразила обеспокоенность, заявив, что таким образом государство может ограничить доступ к информации о влиянии на окружающую среду. Этот шаг рассматривается как часть более широкой политики текущей администрации Дональда Трампа в сфере климатических регуляций, пересмотр стандартов выбросов и изменение подхода государства к контролю над загрязнением. И это еще не все. Анналена Бербак начала работу на посту президента Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с заметного эпизода на пресс-конференции. Журналист арабского издания «Аль-Кудс» спросил ее о ранее высказанном ее заявлении, что Израиль, цитата, атакуют гражданские больницы и школы. Бербак сразу пресекла это, подчеркнув, что таких слов она никогда не произносила ни как министр иностранных дел Германии, ни в новой должности, и попросила точно цитировать ее слова. Она также напомнила, что теперь говорит от имени Генассамблеи ООН, представляющей 193 страны, и публичные комментарии требуют особой аккуратности. После этого журналист не получил возможность продолжить дискуссию. Инцидент стал заметным моментом в первый же день ее работы на новом посту и показал, насколько быстро даже формальные встречи могут обостриться, если в них звучат искаженные формулировки. А дальше важные новости Германии. Сотрудники завода Volkswagen в Вольфсбурге все чаще выражают серьезное недовольство состоянием дел. На производстве проходят дополнительные смены, но при этом конвейеры частенько простаивают, несмотря на усилия, которые должны были бы повысить эффективность и загрузку мощностей. Работники говорят, что чувствуют себя, как будто Volkswagen постепенно сворачивает производство, многие процессы не работают как положено, накопилось множество мелких и крупных сбоев. По их словам, недостаточно
персонала, часто не хватает резервных деталей и запасных узлов, задержки с поставками, и все это влияет на стабильность работы завода. Ситуация вызывает тревогу, сотрудники видят, что очередные реформы и планы по снижению затрат не просто выдаются за улучшение, а воспринимаются как шаги к сокращению и упрощению, что может привести к потере рабочих мест и утрате части технологической базы. Представители профсоюзов уже возмущены, они требуют от руководства четких гарантий по сохранению мест, улучшению условий, усилению инвестиций в новые технологии, чтобы завод остался конкурентоспособным и не стал жертвой экономики за счет работников. Но тревожные сообщения поступают и от железнодорожного перевозчика. В Германии компания Deutsche Bahn рассматривает сокращение обслуживания международных и туристических поездов, возможность отменить или реже выпускать поезда на некоторых маршрутах. Это следует из внутренних документов, касающихся расписания на 2026 год, которые попали в СМИ. По этим материалам Deutsche Bahn должен сосредоточиться на прибыльных направлениях и клиентах бизнеса, за счет чего участок сети, обслуживающий удаленные регионы, будет урезан. Одни маршруты планируется полностью закрыть, другие уменьшить частоту движения поездов. Deutsche Bahn опровергает слухи о массовых сокращениях. Представитель компании заявляет, что планируется сохранить объемы предложения на высоком уровне, а изменения будут вноситься сезонно в зависимости от спроса. Министерство транспорта тоже говорит, что не поддержит идею о полном вычеркивании маршрутов. Министр транспорта Патрик Шнайдер намерен официально представить планы компании 22 сентября. И еще одна новость, которая вызывает обеспокоенность в Германии. Химическая компания Venator, чей головной офис находится в Великобритании, сейчас переживает серьезные финансовые трудности. Именно из-за их проблем два немецких завода Venator в Крефельде и Дуйсбурге оказались под угрозой. Это может затронуть около, внимания, 700 сотрудников на этих площадках. Завод в Крефельде уже подал заявление о банкротстве, вскоре к ним присоединится и Дуйсбург. Там суд назначил временного управляющего. В текущем положении представители предприятия заявляют, что работники все-таки могут рассчитывать на выплаты как минимум на 3 месяца. На эту сумму распространяется страхование на случай финансовых трудностей. Председатель Совета работников Уве Сова сообщил, что несмотря на нестабильность, он видит в процедуре банкротства не только риск, но и потенциальную возможность выйти из кризиса с новой структурой. Особенно заметно, что завод в Дуйсбурге пока показывает прибыль, в отличие от многих других участков работы Venator. Вопрос сейчас, какая стратегия будет выбрана дальше? Реструктуризация, продажа или другие варианты спасения? Компания готовит встречу с сотрудниками, чтобы обсудить планы на ближайшее будущее. Но давайте посмотрим на новости по рейтингам партий в Германии. В Германии коалиция Христианско-демократического союза ХДС-ХСС и социал-демократическая партия СДПГ сейчас на рекордно низком уровне поддержки. Это худший результат с момента выборов 23 февраля 2025 года. Согласно последнему опросу института Инса, за ХДС-ХСС готовы проголосовать 25%, что на 1% пункт меньше, чем на предыдущей неделе. СДПГ получает лишь 14%, тоже минус 1%. Вместе обе партии, коалиция черно-красных, собирают всего лишь 39% поддержки. Партия «Альтернатива для Германии» АДГ остается на уровне 25%, сравнявшись с ХДС-ХСС, партия «Зеленых» стабильно получает 12%, а левые 11%. Прочие партии, такие как Союз Сары Вакикнехт и Свободная демократическая партия, остаются ниже порога вхождения в Бундестаг. У них около 4 и 3% соответственно. Вице-канцлер Ларс Клинбаль и канцлер Фридрих Мерц, представители СДПГ и ХДС, соответственно, находятся под давлением. Опрос показывает, что многие избиратели не удовлетворены темпом реформ и политикой коалиции. Низкая поддержка ставит под сомнение способность правительства проводить необходимые изменения. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.